Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук, да просто поцелуй его уже наконец-то. Девятое место. Обеспокоенный взгляд и желание обнять, поддержать своего любимого человека. Тэхён так сдерживается. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Слезы на камеру. Любовь за кулисами». Как Тэхён утешает Чонгука, когда никто не видит? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Забота Тэйкук работает всегда в обе стороны. Чонгук заметил что-то на щечке Тэхёна и так ласково убрал, еще и по голове погладил. Седьмое место. Просто Тэйкук, которые неотрывно смотрели друг другу в глаза во время интро «They don't know about us». Шестое место. Поведение пары. Когда с первых секунд понимаешь, кто зашел в комнату. Чонгук не в силах сдержаться. Пятое место. Кокетливые послания. Четвертое место. Нет более красивых, нежных и таких крепких отношений.
Третье место. Новости. Одна из фанаток, присутствовавших на вчерашнем концерте, поделилась историей о том, как Чангук во время VR Bulletproof The Eternal стоял прямо перед одной из секций, где находились фанаты. Все фанаты вокруг без исключения плакали, и Чангук смотрел на каждого из них по очереди, пока не расплакался сам. Фанатка является ARMY уже 13 лет, и именно этот момент для нее стал самым мощным и запоминающимся, даже после стольких концертов, и она уверена, что для Чангука то мгновение было не менее важным. Ведь для артиста связь с фанатами протекает именно через музыку, и этой ночью все прочувствовали эту связь как никогда глубоко. И неудивительно, что наш малыш так и не смог сдерживать себя до самого конца. Чангук никогда не стеснялся показывать свою любовь и привязанность к ARMY, и его вчерашние слезы – буквально олицетворение того, насколько нежное его сердце и искренние эмоции, и на такую отдачу просто невозможно смотреть без кома в горле. Отбросив мою вегукерскую сущность, я хрен знаю, как объяснить это с позиции гетеросексуальности через призму обычной дружбы и норм, в Корее так принято. Мин Ю, глава отдела VIP и знаменитости Юго-Восточной Азии в Солин Корио, в сторис Instagram поделилась статьей на Naver и историей о том, как создавался парижский наряд для Тэхёна. Предложения о возможности производства поступали со второй половины прошлого года, а предметные обсуждения и предложения по дизайну велись с начала этого года, поэтому я сомневалась, удастся ли все закончить вовремя. Но в итоге мы справились. Спасибо нашей головной команде, которая очень много работала до самого конца, выкраивая время, проводя многочисленные примерки и обмениваясь множеством мнений. Спасибо нашему Ким Селин и стилистам, которые со всей страстью и искренностью приняли участие в работе. И хотя я знала, что он и так крутой, Ким Селин превзошел все ожидания и просто невероятно вытянул эти наряды. Это и есть настоящая лучшая командная работа. Лучшие. Вспомним эти чудесные моменты. Заключительные речи Тэйкук. Тэхён сказал: «Знаете, это просто невероятно. Мы ведь корейцы, а не французы, и мне правда очень любопытно, как так вышло, что здесь, во Франции, собралось аж 92 тысячи человек, чтобы просто на нас посмотреть. От этого я чувствую себя безумно счастливым. Думаю, этот момент я не забуду никогда. Сегодня я всем сердцем ощутил, как много людей нас любят и поддерживают. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы поскорее вернуться и снова с вами встретиться. Большое спасибо, Стад де Франс. Я люблю вас. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что мы всегда будем такими счастливыми вместе и обязательно вернемся, чтобы снова встретиться с вами и разделить радостные моменты». Чангук сказал: «Франция». Сказал известную поговорку на французском: «Vous êtes fatigués? On est pas». Вы не устали? Вы точно не устали? Ребята уже сказали об этом, но наш тур по Европе подходит к концу, и это наш финальный концерт. Мысль о том, что это наша последняя ночь вместе в рамках этого тура, просто разбивает мне сердце. С самого первого дня в Европе и до этого момента в Париже
я был по-настоящему счастлив рядом с вами. Поэтому сейчас мне так сильно не хочется от вас уезжать. Конечно, это грустно, но что поделать, время ведь не остановишь. Жаль, что приходится прощаться. Я уже чувствую, как сильно буду по вам скучать. Поэтому мы приложим все силы, чтобы вернуться к вам как можно скорее. Я люблю вас. У них не просто синхрон, это какая-то телепатическая память тела. Один двинул плечом, второй уже повторил, даже не глядя. Будто у них в ДНК вшита одна и та же танцевальная программа. Экспорт кей-поп альбомов из Южной Кореи достиг рекордного уровня в первом полугодии. Экспорт кей-поп альбомов из Южной Кореи достиг рекордного показателя в первом полугодии 2026 года, согласно данным, опубликованным в пятницу Корейской таможенной службой. Объем экспорта за январь-июнь составил $257 миллиона, что на 125% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым драйвером роста стал релиз пятого студийного альбома «Arirang», выпущенного в марте. Альбом и его заглавный сингл возглавили основные чарты Billboard. Также значительный вклад внесла группа Blackpink, выпустившая в феврале третий мини-альбом «Deadline», продажи которого к июню превысили 2 миллиона копий. Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером кей-поп альбомов, закупив продукцию на сумму $74 миллиона. Второе место занял Китай с показателем $61 миллиона. Третье – Япония с $45 миллиона. В десятку крупнейших импортеров также вошли Германия, Тайвань, Гонконг, Нидерланды, Великобритания, Франция и Польша. Они не могут ни секунды обходиться без прикосновений друг к другу. Статья от СМИ. Рекордные 92 тысячи зрителей на концерте в Париже. Выступление посетили даже президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. Группа впервые за 7 лет вернулась на сцену во Франции. Концерт собрал 92 тысячи зрителей и стал самым посещаемым сольным концертом за всю историю группы. Участники завершили европейскую часть мирового тура в поддержку альбома «Arirang», выступив на стадионе Stade de France в пригороде Парижа. Stade de France – крупнейший стадион Франции, рассчитанный на 80 тысяч мест. Благодаря дополнительным местам на поле, концерт посетили около 92 тысяч человек. Это стало самым масштабным шоу не только в рамках тура «Arirang», но и за всю историю выступлений BTS с момента дебюта. Кореянка Ли, живущая во Франции и собиравшая фанатский мерч, рассказала: «Во время пандемии и локдауна я переживала очень тяжелый период. Именно тогда мне помогли собственные шоу и контент BTS, а их тексты песен стали для меня огромной поддержкой. Благодаря этому я смогла справиться с депрессией и даже найти работу. Поэтому сегодняшний концерт особенно важен для меня». На концерт приходили и целыми семьями. Француз по имени Роман, воспитывающий 4 дочерей, признался: «Именно благодаря дочерям я стал фанатом BTS. Сейчас я слушаю абсолютно все их песни». Он рассказал, что вся семья придет и на второй концерт в Париже. Самая старшая из них, 70-летняя бабушка, с улыбкой пошутила: «Здесь именно я самая молодая». Во время переодевания участников на огромном экране показывали армию. Когда появлялись плакаты с надписями вроде «Париж», «Это романтика», «BTS»,
Это эмоции. Спасибо, что были рядом со мной в годы моей юности, или благодаря вам я счастлива. Мой банковский счет? Нет, но я все равно вас люблю. Стадион одновременно смеялся и плакал. Во время трансляции камеры также показали президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, которые держали в руках официальные световые палочки «Арми-бомбочки». Позже Макрон опубликовал в Инстаграм видео с концерта, снятое на телефон, и написал «Добро пожаловать в Париж». Среди зрителей также был всемирно известный корейский пианист Пэк Кон У, который пришел на концерт вместе с семьей. Я везде чувствую себя как дома, пока рядом со мной ты. Только вдумайтесь. BTS вошли в историю во Франции, собрав 92 тысячи зрителей на Stade de France во время финального европейского этапа мирового тура «Ари-Рэнг», установив новый рекорд по наибольшей посещаемости одного концерта среди всех выступлений. Stade de France, крупнейший стадион Франции с вместимостью 80 мест, принял удивительные 92 тысячи фанатов, включая места на полу. Это был не только самый большой концерт мирового тура «Ари-Рэнг», но и крупнейшее выступление BTS с момента их дебюта. Это на 1000000% самый шикарный муж на планете. Это футболка оверсайз Balenciaga красного цвета с белыми вставками и цифрой 10 на спине. Эта модель входит в футбольную серию бренда, вдохновленную спортивной эстетикой. Она доступна по цене около $1150. Это часть актуальной и обновленной капсулы. Модный дом Balenciaga регулярно выпускает свои футбольные дропы, но именно этот обновленный дизайн оверсайз футболки Soccer Series с контрастными панелями, белой окантовкой и лавровым венком на логотипе вышел в 2026 году. Фирменная цифра 10 на спине в этой серии используется не случайно. Это не только классический номер лучших плеймейкеров в футболе, но и дань уважения историческому адресу первого модного дома Кристобаля Баленсиаги в Париже, 10 Avenue George V. Плохие новости для Шакиры. Чангук едет показать всему миру, что его бедра не умеют лгать. Во время концерта «Ари-Рэнг» в Париже, Франция, Ким Тэ Хён лидировал в результатах поиска Google «Да» во время и после концерта. Согласно данным Google Trends, за последние 4 часа Ви стал самым популярным участником BTS в мире, достигнув максимального количества поисковых запросов 100 дважды. Он также возглавлял результаты поиска Google на нескольких крупных рынках, включая США, Великобританию, Германию и Мексику. Постоянная активность поиска «Да» во время и после концерта
подчеркивает огромное внимание, которое мировые поклонники уделили Тэхёну на протяжении всего мероприятия. И интерес к поиску информации о нем постоянно превосходил интерес к другим участникам во многих странах. Тэхён шел к Чангуку с этой очаровательной, немного квадратной улыбкой, а взгляд Чангука уже был прикован к нему. Потому что он уже знал, кому принадлежит эта прыгающая вещь. И эта застенчивая улыбка, когда он смотрел на Тэхёна. Этот парень полностью потерял голову от Тэхёна. И его потерянность заслуживает собственного фан-клуба. Нормальность – это заимствование из работ Карла Юнга. Это не просто история о том, как скрывать свою истинную сущность. Это история об индивидуации, о многолетнем процессе, который Юнг описывал как становление целостной личностью путем осознания и принятия каждой части себя. Юнг считал, что каждый из нас носит в себе персону, социально приемлемую версию себя. Это маска, которая помогает нам функционировать в обществе. Проблема начинается, когда мы начинаем путать эту маску со своей реальной идентичностью. В клипе Normal кажется, что все пронизано этой идеей выступления. Постоянное наблюдение. Ощущение, что кто-то всегда следит за тобой. Идеальный внешний вид. Ожидание, что нужно вести себя нормально. Это мир, где персона – это не просто то, что вы надеваете, а то, в чем вы оказываетесь запертыми. Но Юнг утверждал, что все, что мы отвергаем, не исчезает. Оно становится тенью. Тень – это не зло. Это все эмоции, желания, страхи, неуверенность и правду, которые мы научились подавлять, потому что они не соответствуют образу, который от нас ожидают. Чем больше мы отрицаем это, тем сильнее становится тень. Именно поэтому Юнг так знаменито писал: «Нельзя достичь просветления, представляя себе фигуры света, а нужно сделать темное сознательным». Другими словами, исцеление приходит не от того, что мы притворяемся, будто тьмы не существует. Оно приходит от того, что мы признаем ее. Эта идея прослеживается во многих работах BTS, еще до Normal. В песне Black Swan был выражен страх, который артисты не должны признавать – страх потерять свою страсть. Вместо того, чтобы скрывать этот страх, они столкнулись с ним. Они позволили тени заговорить. Normal кажется продолжением этой темы. Обратный порядок слов в названии «Лемрон» особенно интересен с точки зрения юнгианской психологии. Юнг считал, что противоположности не существуют для того, чтобы уничтожать друг друга, а для того, чтобы дополнять друг друга. Сознательное и бессознательное. Персона и тень. Свет и тьма. Вы не можете понять одно без другого. Обратный порядок слов в Normal предполагает, что его противоположность всегда существовала внутри него. Даже повторяющиеся мотивы зеркал, отражений и двойников соответствуют идеям Юнга. Зеркала символизируют самоанализ. Они заставляют нас столкнуться с теми частями себя, которых мы предпочитаем избегать. Каждое отражение задает один и тот же вопрос: смотрите ли вы на себя или только на того человека, которого научились изображать? Если наблюдение, которое мы видим в клипе, намеренно, то оно также отражает еще одну идею Юнга, что люди формируют себя в соответствии с ожиданиями общества, пока не перестают понимать, где заканчивается маска и начинается истинное «я». Наблюдение усиливает персону. Именно в уединении начинает проявляться бессознательное. В конечном итоге Юнг считал, что цель не в том, чтобы уничтожить персону или устранить тень. Цель – интегрировать их. Он называл этот процесс индивидуацией, процессом становления своей полной личностью путем принятия всех противоречий внутри себя.
Рассматривая Normal в этом свете, клип не задает вопрос о том, как стать нормальным. Он задает вопрос о том, была ли нормальность когда-либо реальной идентичностью. Я всегда говорю, что Чонгук – это самая вкусная конфетка Тэхёна. И где здесь неправда? Один из самых значимых элементов, возвращающихся в песне Normal, это кулон из песни Суим. В Суим кулон всегда закрыт. Он висит на шее, близко к сердцу, но нам никогда не показывают, что внутри. Это остается загадкой, чем-то очень личным, защищенным и намеренно скрытым. В Normal все меняется. Впервые кулон открыт. Это кажется важным, потому что кулоны не предназначены для того, чтобы демонстрировать свое содержимое миру. Они созданы для того, чтобы хранить то, что мы ценим больше всего – воспоминания, людей, части себя, от которых мы еще не готовы отказаться. Закрытый кулон символизирует что-то, что хранится в безопасности. Открытие кулона – это акт доверия, уязвимости или даже принятия. Если Суим рассказывала о том, как нести в себе эту скрытую часть себя, преодолевая трудности, защищая ее, пока пытаешься оставаться на плаву, то Normal – это о том, чтобы наконец заглянуть внутрь. Загадка больше не скрыта. То, что когда-то было охраняемым, теперь становится предметом осознания. Этот повтор также отражает эмоциональное развитие между двумя песнями. Суим призывает нас продолжать двигаться вперед, несмотря на груз, который мы несем. Normal задает вопрос о том, что происходит, когда мы останавливаемся и решаем взглянуть на то, что несли все это время. Кулон появляется не только как визуальный элемент. Он развивается. Его первое появление символизирует защиту, а второе – откровение. Иногда исцеление начинается не тогда, когда вы находите ключ, а тогда, когда вы, наконец, решаете открыть то, что было заперто. Очень интересно, почему внутри кулона ничего нет. Может быть, там что-то есть? Задается вопрос. Они оба находятся на одной волне, поэтому каждый раз, когда у вас есть возможность увидеть их вместе, вы становитесь свидетелем того, как уникально и прекрасно они живут в своем собственном мире. Global Citizen объясняет, почему BTS – это так важно для финала чемпионата мира по футболу FIFA. Немногие музыкальные группы оказали такое глобальное влияние, как BTS. Они возглавили чарт Billboard 200 с несколькими альбомами, стали первым полностью южнокорейским коллективом, достигшим первого места в чарте Billboard Hot 100, распродали стадионы по всему миру и установили более 20 рекордов Гиннесса. Но влияние BTS выходит за рамки музыки. Группа выступала в Организации Объединенных Наций, сотрудничала с ЮНИСЕФ в рамках кампаний, направленных на поддержку детей и молодежи, и создала фан-базу, которая охватывает страны, языки и культуры. Эта способность объединять людей – одна из причин, по которой BTS так органично вписываются в программу финала чемпионата мира по футболу FIFA. Как и сам чемпионат мира, группа привлекает людей из разных стран, создавая общие моменты для миллионов людей по всему миру. Второе место. Это так интимно.
Чангук так нежен с Тэхёном. Сцены в Париже непозволительно тесные. Первое место. В мире Тэйкук тепло одного всегда побеждает слабость другого. Быть сильным ради того, кого любишь, высшая форма нежности. В их молчаливом уговоре «я буду сильным, пока ты слаб» кроется невероятная глубина. Пусть все так и остается. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.